Всем привет! С вами канал Hobby Point, и сегодня мы будем делать браслет в технике фриволите. Чтобы сделать такой браслет, нам понадобится длинная иголка с узким ушком, крючок, нить-вдеватель, ножницы, замочек-карабин, два железных колечка и несколько сантиметров цепочки, плоскогубцы и, конечно же, пряжа. Ну что ж, приступим! Заправляем нитку в иголку. Вставляем хвостик около 1 метра от того места, где будет наш первый узелок. Пальцами правой руки фиксируем нитку возле иголки, а пальцами левой руки захватываем нитку, идущую к клубку. Иголку заводим за нитку, которая ближе к нам, и снимаем образовавшуюся петельку с указательного пальца. Мы выполнили первую половину узла фриволите. Для второй половины узла мне удобнее, когда нитка лежит на большом и указательном пальцах, хотя многие рукодельницы накидывают нитку только на указательный палец. Теперь мы захватываем заднюю нитку. Наш первый узел фриволите готов. Делаем еще 2 узла, каждый из которых состоит из 2 половинок. Теперь мы делаем первую половину узла и оставляем небольшое расстояние, буквально 5-6 мм, до предыдущего узелка. Зажимаем полуузел указательным пальцем правой руки и делаем вторую половину узла. Подтягиваем узел к остальным, и у нас получилось пико. Продолжаем чередовать узлы и пико, чтобы у нас получилось 5 троек, разделенных между собой пико. Получившуюся цепочку замыкаем в кольцо. Для этого левой рукой придерживаем узелки, а правой протягиваем иголку через всю цепочку. В начале цепочки образуется петелька. Через нее снизу вверх мы протягиваем иголку и затягиваем кольцо. Чтобы кольцо не распустилось, его надо закрепить. Для этого переворачиваем его, подхватываем иголкой нитку, которая идет к клубку, и затягиваем узелок. Первый лепесток нашего браслета готов. Для второго лепестка делаем 3 узелка фриволите. Затем при помощи крючка вытаскиваем петельку через пико первого лепестка и набрасываем ее на иголку. Эта петелька соединит первый и второй лепесток. Теперь нам снова нужно набрать 3 узелка фриволите, но после такой соединительной петельки мы не будем делать первую половину узла, а сразу выполним вторую. То есть соединительная петелька и вторая половина узла будут составлять один узел фриволите. Чтобы закончить второй лепесток, нам надо набрать еще 2 узла, пико и еще 3 тройки узлов, разделенных пико. Затем затягиваем кольцо и делаем фиксирующий узелок, как и в первом лепестке. Делаем третий лепесток точно так же, как и второй.
Мы выполнили первый трилистник. Теперь будем делать дугу. Выполняем точно такие же шаги, как и для лепестка, но делаем не 5 троек, а 4. Протягиваем иголку через все узелки, не закрывая их в кольцо. Слегка затягиваем дугу, чтобы получился небольшой изгиб, и делаем фиксирующий узелок. Снова делаем лепесток. В этот раз соединяя его после второй тройки узлов со средним пико самого первого лепестка. Делаем второй лепесток, соединяя его с первым после первой тройки узелков. Третий лепесток соединяем с последним пико дуги. Не забываем делать фиксирующий узелок после каждого лепестка. Теперь мы снова делаем дугу. Она пройдет между вторым и третьим лепестком, а соединительная петля будет после первой тройки через последнее пико второго лепестка. Обратите внимание, что первая и вторая дуга загибаются в разные стороны. Повторяем второй трилистник. Теперь вяжем дугу, а затем продолжаем чередовать трилистник с дугой до нужной длины браслета. У меня вязаная часть браслета получилась 16 см, это 8 трилистников. В последнем трилистнике выполните только 2 первых лепестка, так как третий будет немного отличаться. Этот последний лепесток нам нужно соединить и с дугой, и с предыдущим лепестком. Делаем 4 тройки узлов, соединяя их с дугой после первой тройки. И протягиваем иголку через всю цепочку, оставляя петлю у основания. Сгибаем получившуюся цепочку ко второму лепестку. Вытягиваем соединительную петлю из пико второго лепестка и накидываем ее на иголку.
Так как нитка, идущая к клубку, получилась за вязанием, нам нужно просунуть иголку в середину недовязанного лепестка и набрать оставшиеся узлы за вязанием. Протягиваем иголку через петлю у основания и затягиваем лепесток. Обрезаем нитки, оставляя примерно 5-7 см, и завязываем фиксирующий узелок. Я заправляю нитки в петли лепестка нити вдевателя. Поддеваем несколько петель, заправляем хвостик и протягиваем его через петли. Когда вытягиваете нитку, обязательно придерживайте узлы лепестка левой рукой, чтобы они не потеряли свою форму. Аккуратно обрезаем нитки. Берем колечко и цепочку и присоединяем их к браслету, поддевая соединительную петлю между лепестками. Также присоединяем замочек с другой стороны. Вот и все, наш браслет готов. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео, в котором вы узнаете, как сделать еще один браслет и сережки.